Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете о том, каким образом нужно строить взаимоотношения с клиентом, работать с возражениями клиента и, самое главное, вы узнаете о том, почему люди покупают и почему они возвращаются именно к вам. Первое. Давайте разберем, почему люди покупают именно у вас. Так как на рынке сейчас представлено очень много компаний, которые предлагают, по сути, приблизительно одинаковые товары по сравнению друг с другом. Сейчас новый тренд – это дополнительный сервис или дополнительные выгоды. У каждого товара есть характеристика, то есть что он из себя представляет. Это, например, вес, длина, ширина и так далее. Есть преимущества этих характеристик. Например, у вас более компактный смартфон, и вы можете взять его в дорогу куда угодно. По сравнению, например, с фотокамерой, которая более тяжелая, и ее необходимо брать с собой тогда, когда вы едете, например, на машине. Но вам будет неудобно брать ее тогда, когда вы едете на общественном транспорте или на поезде, так как когда дополнительный вес, вам будет ее сложно нести. И выгода. Какую вы выгоду получите? Смартфон всегда с вами. Вы в любой момент можете достать и сфотографировать или снять на видео. Это ту выгоду, которую вы получаете. Но сейчас на рынке представлено много компаний, которые продают похожие товары. И цены у них приблизительно одинаковые. Кто же выигрывает на рынке и почему покупают именно у него? Первое. Потому что компания предоставляет более выгодный сервис. Например, мы доставим вам его прямо завтра. Первое преимущество. Например, мы доставим вам его бесплатно или за минимальную стоимость. Это второе. Третье. У клиента всегда возникает вопрос, а как же он застрахован в случае, если что-то пойдет не так? Например, если, смартфон или та покупка, которую он приобрел, не работает так, как надо, сможет ли он ее быстро вернуть? И насколько просто это можно сделать? Общаясь с клиентом, обязательно обращайте внимание на ваши дополнительные преимущества в сервисе, так как это выделит вас по сравнению с продукцией конкурента, и вы сможете продавать больше и увереннее. Второе. Я хотел бы с вами поговорить о том, что важно обучать персонал правильно и не усложнять их продажи и работу с клиентом. Сейчас существует много книг по продаже, много техник работы с возражениями, с работой с клиентами. И люди, клиенты, это чувствуют и знают о том, что к ним могут применяться различные техники, которые увеличивают продажи. И они это чувствуют. Поэтому будьте с клиентами проще. Клиент – это ваш друг. Благодаря ему вы получаете зарплату. То есть вам зарплату платит не компания, в которой работаете, а клиенты, так как они, приобретая у вас, приносят компании прибыль, которую она сможет распределить между своими сотрудниками. То есть будьте проще. Например, если клиент говорит, мне это не надо, вы можете задать ему вопрос, а почему вам это не надо? Он скажет, мне это не надо по сути. Например, вы продаете новый автомобиль клиенту. Он говорит, вы знаете, у меня есть автомобиль, и мне пока не нужен новый автомобиль. То есть у клиента пока нет потребности в новом автомобиле. Поэтому не следует навязываться ему и настаивать на своей продаже, так как это может вызвать негатив. И если даже он у вас приобретет этот автомобиль, он потом найдет миллион способов, каким образом или вернуть вам его, или написать негативный отзыв. То есть тот товар, который навязан клиенту, является для него не в радость. И поэтому
нужно находить эту грань. То есть если у клиента есть действительно потребность, он не нуждается в этом товаре, то, соответственно, нужно найти эту потребность, выявить и предложить, и продать именно тот товар, который клиенту нужен. А теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные возражения, которые возникают во время продажи. Например, клиент говорит: для меня это очень дорого. Вы можете задать вопрос: а по сравнению с чем это дорого? Он говорит: например, у вашего конкурента это стоит на 1000 единиц дешевле. Вы говорите: да, я вас понимаю, для вас это важный фактор. А давайте сравним эти два товара. И мы начинаем сравнивать два товара, а потом выясняется, что у конкурента меньше гарантия, у конкурента по характеристикам товара товар проще. То есть на себестоимости товара сэкономили и сделали его для потребителя дешевле. А в результате это может повлиять на срок службы товара, на его надежность. Ведь для клиента важно купить один раз, и чтобы в будущем не возникали с товаром проблемы. Второе часто встречающееся возражение: мне нужно подумать. На него можно ответить так: скажите, пожалуйста, вы действительно хотите подумать, или у вас возникли какие-то сомнения насчет покупки товара? Возможно, вам нужна дополнительная информация? Клиент говорит: да, вы знаете, я сомневаюсь, что ваш товар будет служить долго. И вы можете привести примеры других клиентов, которые приобрели этот товар, и у них он служит много-много лет и без каких-либо проблем. Еще одно возражение: перезвоните мне завтра. На это возражение можно задать следующий вопрос: скажите, пожалуйста, вам просто сейчас неудобно говорить, или вы в принципе не хотите приобретать этот товар? То есть это может быть как реальное возражение. Например, клиент торопится, у него нет времени сейчас принимать решение о приобретении вашего товара. Либо он просто отговаривается и думает о том, где приобрести этот товар дешевле. Он говорит: да, вы знаете, я хочу еще подумать. Хорошо, вы можете отпустить этого клиента и перезвонить ему, например, на следующий день и узнать, какое решение он принял. Самое главное в работе с возражениями – это задавайте вопросы и доходите до сути. Еще очень важный момент в продажах – это ваша уверенность в товаре, ваша уверенность в компании, ваша уверенность в себе. Вашу уверенность вам необходимо излучать. Почему? Потому что клиенты чувствуют ваше эмоциональное состояние. И когда вы уверены в компании, уверены в продукте, который продаете, и уверены в себе, клиент с большей вероятностью проникнется этой уверенностью и будет уверен в том, что он делает правильный выбор, приобретая товар именно у вас. Поэтому обязательно перед перед контактом с клиентом обязательно подготовьтесь, настройтесь, проникнитесь уверенностью и доводите продажи до автоматизма. То есть все вопросы, которые вы часто задаете, вы можете прописать скрипты и применять их во время работы с клиентами. И самое главное, будьте проще и смотрите на клиента как на друга, и он будет отвечать вам взаимностью. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вы нашли в нем много полезного. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч в новых видео. Пока!